Всем привет! Вот такая вот новость. Дания заплатит беженцам из Сирии по 27 тысяч евро, чтобы они уехали домой. То есть вы понимаете, в принципе, в Сирии как был до всех событий, да, так и сейчас полнейший, кромешный пиздец. Но как только типа диктатура упала, то есть этот долбоебус уехал, покинул страну, бросил, все, ничего ему не надо, все уже, власть ему не нужна, то сразу Евросоюз моментально, многие страны, Германия, Австрия, вот Дания и многие другие сразу сказали: мы не принимаем заявки от сирийских беженцев, потому что типа у них все налаживается, уже чуть ли не демократия, чуть ли не все супер-пупер, хотя это полный блеф, это полный бред, там наоборот происходят, мне кажется, нереальные вещи, то есть сейчас будет полная дележка власти, просто будут разрывать на как лоскутное одеяло эту Сирию несчастную, то есть а страны уже и Евросоюз сразу заявил о том, что все это легитимное правительство, мы всех поддержим, всех принимаем, хотя там та группировка, которая захватила власть, по факту она, что в Америке, что во многих странах мира, она в списке террористических организаций. То есть в прямом смысле там ребята не слишком демократически настроены, то есть там люди хотят джихада, там люди хотят вот этого радикального ислама, то есть ну непонятно. Я к тому, что как можно было прекращать программы вот эти вот поддержки, рассмотрения на беженство, если там ничего не стало лучше от того, что этот Башар Асад уехал, бросил свою страну и свой народ. Там абсолютно не стало стабильнее, не стало типа свободнее, либо безопасней. Наоборот, в этой стране теперь кромешный пиздец. Хотя и при этом дебиле Асаде там ничего хорошего не было. В прямом смысле это диктатура, да, так и есть. То есть вначале его отец там правил сколько, 20 или 30 лет, а потом его сыночек уже сколько тоже, 20 или более лет. Так что да, это диктатура. Она пала, это понятно. Ну, лучше там не стало. Я к тому, что изменения, которые сейчас происходят, они ничего хорошего сирийскому народу в ближайшем будущем не сделают. Может, года пройдут, когда там все настроится, экономически все стабилизируется, потому что там и Турция давит, и с той стороны там просто, ну я же говорю, разорвали просто на части, в принципе, эту страну. Но Дания заявила вот такие вот прелестные новости, обратно же, почему я их озвучу, потому что это прецедент. Очень важно цепляться и выводить за скобки именно прецеденты, потому что другие страны смотрят на опыт других стран и потом могут ссылаться: ага, эта страна сделала так, почему мы не можем так сделать? То есть в чем же прецедент? Правительство Дании заплатит сирийским беженцам по 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. За ребенка планируют платить 6700 евро, то есть 6700 евро за ребенка, и за взрослого 27 тысяч, то есть 27 плюс 6, я думаю, вы можете, да, кажется, немножко проанализировать, проманипулировать с математикой и понять, даже если семья из 3 человек, то есть 2 взрослых по 27, 1 ребенок, а обычно у них детей там много, один это так, это очень редко, там 2-3, то это колоссальные бабки. Это в прямом смысле деньги, бабки, кэш, мани. То есть ребята, ну я не знаю, от чего такую сумму, откуда они взяли просто. Но я к тому, что это прецедент, который может потом в дальнейшем, да, касаться и украинских беженцев. Вот почему я это говорю и анонсирую, да, эту новость, потому что похожая ситуация. Вот прямо сейчас, да, вот по линии ограничения, перемирие. Все, перемирие, все, война не закончена, просто хотя бы перемирие. Вот увидите, сразу такие же будут заявления: все, мы не рассматриваем, мы приостанавливаем программы для украинских беженцев, потому что, возможно, война сейчас закончится. Все, можно возвращаться прямо сейчас. Все, знаете, как будто по щелчку пальцев, по велению абракадабра, блядь, Бахмут станет обратно таким же. Понимаете, да? То есть все, люди могут возвращаться, понимаете, либо Торецк, либо поселок Нью-Йорк,
и так далее, да, то есть все, по волшебной палочке, раз, только остановили боевые действия, все, людям есть куда возвращаться. Я к тому, что это ну, полный бред, неправда и манипулирование понятиями, то есть людям, многим, и уже в принципе реально там миллионы людей, которым некуда возвращаться, просто, вот просто некуда. Как в той же Сирии, так и в Украине, тем более, потому что в Украине просто сколько уже городов под ноль уничтожено, сколько территорий оккупировано, и многие люди не хотят с этим мириться и не хотят возвращаться в оккупированную территорию. То есть, по факту у него может там и сохранилась квартира, либо дом, имущество какое-то, но он не хочет с этим мириться, и это его личное право, потому что для мирового сообщества это оккупированные территории, в том числе для Украины. Так что это первый, как говорится, звоночек для того, чтобы человек мог податься на международную защиту, потом в дальнейшем ее должны одобрить, потому что у человека по факту нету дома. Если он вернется к себе домой на оккупированную, то реально его жизни может угрожать опасность, потому что за его политические взгляды, если он топит за Украину, если он поддерживает Украину, то ему возвращаться туда нельзя. Он не сможет вывесить флаг, не сможет включить даже музыку украинскую, его сразу там, извините меня, на подвал повезут и не слишком хорошие вещи с ним сделают. Это правда, это реалии. Не нужно что-то там придумывать, что там россияне как-то толерантно пытаются все воспринимать. Ничего подобного. Всех моментально фильтруют, всех моментально на подвал отправляют, пытают, просматривают телефоны и штрафы, и потом еще на тюрьму будешь окопы копать. Так что все это реалии, ну, это все сейчас происходит, понимаете. Вот сейчас я говорю, и кого-то сейчас, возможно, пытают за то, что он поддерживает Украину на территории, да, оккупированных территорий. Эти деньги выделены в рамках программы репатрации. Боже мой, какое слово. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как для Дании, так и беженцам. Ведь большинство из них не трудоустроены в Европе. Параллели вы понимаете? Украинцы то же самое, как ни крути. Если общее количество там 5 миллионов в Евросоюзе, грубо говоря, беженцев я округляю, потому что там много есть и кто в черную находится, в темную, да, в серую. Так что по факту, ну, большая часть, если все это в статистику посмотреть, то большая часть украинских беженцев что? Тоже не работает. И вот вам пример сирийцев. Они тоже не трудоустроены, они сидят на пособиях, у них большие семьи, они дальше там их рожают, кстати, детей в Европе, и сидят себе, ходят по супермаркетам, шляются, подпирают фасады зданий, ходят в барбершопы, ну, короче, все, что мы любим, все, что мы видим в Германии, вот этих вот, знаете, райончиках, таких не слишком благоприятных, там просто проходишь, как будто ты приехал в какую-то Турцию, вот именно Сирию, я не знаю, там, Йемен и так далее, то есть там просто, ну, ты себя не чувствуешь просто дома. Немец там, ну, там немцы, в принципе, и не ходят, они там за городом обычно живут, они только приезжают в супермаркеты, вот по факту, и там потом в бары, либо в пабы в пятницу, либо в субботу, чтобы, да, залить это горе. Ну, я просто это осуждаю, я не понимаю, как можно пускать в таком количестве людей, которые полностью от вас отличаются, то есть там в прямом смысле есть районы, которые уже просто арабские, просто они турецкие. То есть, ну, я это не слишком поддерживаю. Я поддерживаю такую миграцию, да, вообще, ну, когда человек, он пригодится стране. То есть, если он специалист, вообще нет вопросов, он приезжает и работает. То есть, рабочая виза? Да. Туристическая? Конечно. Но просто так пускать без ограничений, и люди просто вашу же страну превращают в какое-то свое уже квази-государство, внутри вашей же страны навязывают вам свои правила, свои законы, свои традиции и обычаи, это странно. Толерантным нужно быть, но все должно быть в рамках. Как ни крути, немец у себя хозяин, ирландец в Ирландии хозяин, вы понимаете, да? Итальянец в Италии, испанец в Испании. Так должно быть, и это не должно даже обсуждаться. Так что сирийцы сидят, ни черта не делают, и вот так вот и хотят денежками смотивировать, чтобы они уехали к себе на родину. Хотя на родине там, я не знаю, что они даже с этими деньгами будут делать. Мне кажется, в лучшем случае у них просто их отберут, потому что там сейчас просто, ну, трэш. Там и до этого был трэш, ну, то есть трэш там всегда был, и сейчас он продолжается. Просто не понимаю, к чему они решили в Евросоюзе, что там все наладилось. Я вот этого не могу просто понять.
Так, и еще ранее сообщалось, что в Германии и Австрии временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. Но это не только в этих странах, и в других тоже, в многих скандинавских странах тоже об этом уже начали говорить и начали приостанавливать именно рассмотрение. Просто сказали стоп, пока мы смотрим на всю ситуацию в целом, чтобы понимать, что будет дальше с этой прекрасной арабской страной. В этом году убежище в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев. Так что вот такие вот у нас дела. Дания вот такое вот выпилила, такую вот инициативу. Я ее, конечно, ну как бы с одной стороны я ее поддерживаю, да, потому что я понимаю, что возможно эти страны будут и для украинских беженцев делать вот такие вот инициативы и стимулировать, да, для того, чтобы возвращать людей в Украину, потому что уже Германия заявила, что в 2025 году она будет как-то уже там какой-то выработан механизм, чтобы людей мотивировать возвращаться, там как-то, я не знаю как, ну, мотивация может быть только одна, это финансы, вот реально финансы и стабильная, ну, стабильность в той стране, то есть стабильность, если, конечно, война закончится, как-то профинансируют, да, возвращение домой, дадут там на лапку какую-то сумму, то, понятно, многие луканутся, многие попрут обратно, но если мотивации не будет, работы не будет, ракеты будут летать, то никто никуда не поедет. Просто так взять и людей запихнуть в автобусы, либо в поезда и отправить, нет, это, извините меня, это ж не то время, понимаете, в которое это можно было делать. Сейчас так это не работает. Чтобы человека просто выгнать из страны, нужно очень сильно постараться. Тем более, если человек законопослушный, если человек работает, ну, то есть он интегрирован, то это практически невозможно. Если тот человек, который живет в социальном жилье от государства и получает от него бабки, если государство это все обрубит, то человек сам просто уедет, потому что у него выбор: либо остаться на улице и жить в палатке, в спальном мешке под дождем, либо вернуться все-таки на свою родину и все-таки как-никак знает язык, как-то сможет куда-то устроиться, что-то да как-то заработать, ну и не умереть, да, в прямом смысле с голода, и как-то все-таки жить, а не существовать. Так что Дания заявила вот такие вот новости. Пишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете, будет ли эта инициатива реализована в Дании, правильно ли это, и как думаете, что в будущем будут предлагать украинцам, тоже какие-то бабки, либо просто скажут: мы вам все отменяем, давайте все вместе собираем узелки и возвращаемся в Украину. То есть я все-таки думаю, какой-то механизм будет, но это прям очень щедрое предложение для сирийцев, я прям в шоке, я это открыл и понимаю, что это огромные бабки. Раньше там говорили про суммы там 3-5 тысячи евро будет давать там типа украинцам, типа я забыл, какая страна про это, ну, говорила, что типа 3-5, типа там 5 на взрослого, 3 на ребенка. Но вот эти цифры более реальные, вот более реальные, которые можно реализовать. Вот эта сумма, ну это просто, вышка, то есть даже если дали украинцам такие деньги, то ну реально все поехали, потому что за эти бабки можно купить себе новую квартиру, машину, открыть бизнес и так далее. Это колоссальные бабалеты, так что интересно, как будет эта вещь реализована, либо это просто популизм, просто, как говорится, такая вот фейковая новость, которая залетела в инфополе, и теперь все ее обсуждают. Всем добра, позитива, всегда держу в курсе.